Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу, как установить вот такой кольцевой механизм на блокнот без использования специальных инструментов и материалов, и я очень надеюсь, что эта идея вам понравится. А также не забывайте заглядывать в описание, там очень много разных интересных полезных ссылочек на другие видео на моем канале. Приятного просмотра! Я уже подготовила две заготовочки. Первая — это корешок моего будущего блокнота, который уже подогнан под размеры самого кольцевого механизма. И далее вторая заготовочка — это бумага, в моем случае акварельная, на которую наклеена ткань. Такая же ткань будет служить у меня и обложкой для блокнота. На обратной стороне этой заготовки я уже наметила, как у меня будет располагаться здесь корешок, потому что потом я его буду сюда наклеивать. И сейчас мне нужно разметить, как у меня будет располагаться и кольцевой механизм на этой заготовке. Я помещаю кольцевой механизм на нее, смотрю, чтобы все было симметрично, слева, справа, сверху, снизу. И карандашиком отмечаю, какие дырочки мне сделать. Приблизительно здесь посередине вот самого отверстия у механизма я отмечаю карандашиком, ставлю точечку. Здесь то же самое. Так получается. Теперь я, можно ножничками, можно шилом, делаю отверстие там, где я наметила это все. Вот таким вот образом, так, чтобы и с обратной стороны было видно, где там у нас дырочка. С этой стороны делаю все то же самое. Дырочки делайте небольшие, так, чтобы буквально иголочка у вас помещалась. Еще раз повторюсь, можно сделать и шилом эти отверстия, но если нет шила, можно взять ножнички или иголочку толстую. А далее нам с вами понадобится сам кольцевой механизм и иголка с ниткой. Вместо простой нитки я беру нитки ирис, делаю на конце узелок. Можно сделать крупный узелок, можно небольшой, это как у вас получится. Далее я прикладываю кольцевой механизм вот сюда вот, так, чтобы мои сделанные отверстия попали в отверстие самого кольцевого механизма. И сейчас мы с вами будем его закреплять на этом самодельном корешке. Итак, для этого вот в эту дырочку я с обратной стороны ввожу иголочку и вывожу ее вот таким вот образом. Она у меня попадает в само отверстие моего кольцевого механизма. А там у нас уже завязан узелок, поэтому я совсем не переживаю о том, что ниточка выскочит. С обратной стороны все выглядит вот таким вот образом. И теперь я буду сейчас продевать ниточку на обратную сторону, но делаю это за пределами самого кольцевого механизма, вот таким вот образом. Мы как бы пришиваем наш кольцевой механизм вот к этой заготовочке. Далее выводим нитку в ту же дырочку, что и вводили внутри нашей дырочки кольцевого механизма, и продеваем обратно. Здесь нужно быть аккуратными, чтобы стежки у вас были очень ровненькие, красивые, для того, чтобы это и смотрелось хорошо. Конечно, это место можно потом и закрыть впоследствии, например, все той же тканью, из которой вы будете делать обложку. Но если даже, например, у вас это место не будет закрываться, то делаем максимально красиво и аккуратненько. С обратной стороны у нас выглядит все вот так вот. Продеваем в отверстие кольцевого механизма, выводим вовне и на обратную сторону. Здесь, конечно, я советую взять попрочнее ниточки, такие как ирис,
потому как они плотно держат конструкцию. И смотрите, как я делаю как бы веером, для того, чтобы это еще и интереснее смотрелось. Если, например, вы это место не будете закрывать, ну и это еще делается для того, чтобы и прочнее была сама конструкция. Чтобы не в одном месте вы это все продевали, а в разных местах. Ну и последний раз, я думаю, что достаточно будет. Продеваем на изнаночную сторону. Так, закрепляем на той стороне вот таким вот образом. То есть я просто делаю узелок из нитки. И обрезаю ее. Итак, на обратной стороне у нас все выглядит вот так. На лицевой стороне вот так. Сам кольцевой механизм пока шатается, потому что у нас не закреплена эта сторона. Сейчас я проделаю то же самое и с этой стороной. Кольцевой механизм уже установлен, можно сказать, пришит. С обратной стороны все выглядит вот так. Он пока немного отстает от нашей заготовки, но это временно. Сейчас будем приклеивать корешок к этой заготовке. Для этого я беру клей Момент, да, можно и другим любым клеем. Смазываю все это клеем. Здесь тоже побольше клея делаю. Так. И так как мы уже знаем, как приклеивать корешок, у нас уже есть разметка, то просто по этим линиям мы его вот так вот приклеиваем к заготовочке. Здесь нужно немного подождать, пока это все приклеится. Ну вот у нас с вами уже все приклеилось, и кольцевой механизм прочно сидит на своем месте. Теперь можно собирать все детали обложки и делать блокнотик. А здесь, если вам не нравится вот это место, где вы пришивали механизм, то можно это место скрыть какой-нибудь пуговкой, пришить ее, которая подходит по размеру к механизму, по цвету и стилю к вашему блокнотику. А можно этого не делать, если все аккуратненько смотрится. Надеюсь, что вам эта идея понравилась и окажется полезным. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Желаю всем вдохновения, успехов в творчестве. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!